Хорошо. Прекрасно, прекрасно. So, first of all, I want to say to all of you Merry Christmas and a Happy New Year. Прежде всего, мои дорогие, я хочу поздравить вас всех с Рождеством, Новым годом, по григорианскому календарю Рождеством и по юлианскому, который наступит 7 числа. И, в общем-то, пожелать вам всего самого лучшего, крепкого здоровья. И сегодня я хотел перед вами отчитаться за прошедший год, поделиться мыслями, новостями, выслушать то, что вы мне скажете, и, в общем-то, обсудить с вами будущее канала. Да, добрый вечер. The same to you and to all dears. Okay. Oh, Delilah is here. Wendy is here. Okay, okay. My dear friends, thank you to be sponsor of my channel. Okay. Сегодня наш стрим будет проходить на двух основных языках, на русском и английском. В основном на русском языке. Вот. Если что-то будет не то, пишите мне в чат. Если вдруг пропадет свет, звук, какие-то технические неполадки. Вот. Честного Рождества из Болгарии, пишет нам Валя. С Рождеством, Валя. С Рождеством, дорогие болгары. Итак, друзья, мы... да, здравствуйте, Рига. Здравствуйте, все друзья из всех стран. Hello, dear friends from every country. Привет из Тбилиси, Изабелла. Мравул Джамер. Мравул Джамер. Так, все, дорогие друзья, смотрите, сейчас, кстати, налажен донат на стриме, вы можете это делать, и я постарался наладить максимально все, чтобы было для вашего удобства. Итак, давайте начнем. Завершается целый год моего пребывания на YouTube. Хотя на самом деле я на YouTube появился где-то реально с мая, когда начались мои первые более-менее интересные и нормальные видео. До этого я находился в поиске. Вот, отсюда и такое необычное название канала «Байки из Мавзолея», поскольку вначале я немножечко думал о том, что этот канал будет посвящен музыкальной, политической сатире. Вот. Но в силу того, что я музыкант, я сделал несколько обзоров на Димаша и решил, что, пожалуй, стоит, чтобы этот канал был исключительно посвящен музыке. И благодаря вам я немножко отошел от того образа, и сейчас вы видите меня в моем естественном состоянии. Я разговариваю вот когда мы находимся на чате достаточно быстро для того, чтобы быть компактным для вас. Это не лекция, это в данном случае отчет. Вот. И я поэтому хотел поблагодарить вас за ваше участие, что вы помогли мне не только в преодолении определенного тяжелого кризиса, в котором я находился, но и вернуться к самому себе, что я считаю правильным, а это во многом заслуга вас, мои дорогие. Поэтому прежде всего я хочу начать наше общение с благодарности вам за то, что вы были со мной этот год, за то, что вы мне помогли вернуться к самому себе, и вы помогаете мне преодолеть определенный внутренний кризис, который связан, к сожалению, с тем, что наша профессия профессиональных музыкантов вымирает. И, к сожалению, нам фактически передать наши знания почти некому. Вот, поэтому идет эпоха декаданса, да, то есть эпоха затухания, эпоха вымирания каких-то профессиональных сфер и какой-то профессиональной деятельности, и рождение чего-то нового. Вот. Поэтому этот канал сейчас служит немножко мостом между прошлым, хорошим, музыкальным, которое было,
в России было, потом в Советском Союзе. И вот в новой России, к сожалению, оно перестает быть актуальным. Поэтому я хочу как бы передать вам всем то наследие, которое досталось мне от моих родителей-музыкантов. Вот, передать это, возможно, нашим детям, внукам и вам также, для того, чтобы, ну, что-то хорошее могло, по крайней мере, сохраниться. Вот. Вы также можете писать ваши вопросы мне в прямом эфире, и я буду рад вам на них отвечать. Вот. А сейчас привет из Украины, конечно же. Витаємо. Здравствуйте. К нам пишут из Омска. Я вижу, что у нас очень много людей со всего мира. Добрый вечер из Славянска. Добрый вечер. Я думаю, что вы понимаете русский. Ну что ж, ой, дорогая Альфия, благодарю вас, это очень приятно. Спасибо, благодарю вас за то, что вы присоединились к спонсорству. So, dear friends, first of all, I warmly welcome you, and I want to say my appreciation to you for your support, for your kindness, to share our love, to share our life in this year and to the future. So, please feel like at home, because we are an international community here. Okay. Альфия. Thank you. Спасибо, дорогая Альфия. Я сердечно тронут. Альфия сейчас немножко приболела, и у нее семья плоховато себя чувствует, поэтому давайте от всего сердца пожелаем нашей дорогой Альфие, ей и всей ее семье здоровья и благополучия, чтобы и дети были здоровы, и чтобы в новом наступающем году все у нее сложилось, и у ее семьи хорошо. Поэтому от меня самые добрые пожелания. Ага, окей. Thank you for a great work from Israel. שלום חברים היקרים, קודם כל אני רוצה לברך אתכם בשידור חי שלנו בשנה טובה לועזית, וגם חג המולד, מישהו שמחגג, אני כבר לא יודע, אולי כן, אולי לא, אבל מכל הלב, לכל הלבכם, אני שולח השלום הפנימית שלנו, שיש בינינו, ואני רוצה להגיד לכם תודה רבה שהייתם איתנו, שהצטרפתם, שאתם תומכים את הכנל שלנו. וכנל, איך שאתם רואים, הוא קצת מיוחד, כי אני מדבר כמה שפות, וגם אני מוזיקאי. אני שמח שאנחנו יכולים להיות ביחד, אפילו באינטרנט, ביוטיוב. אז ברוכים הבאים וחג שמח. Так, хорошо. Ну, прям на всех языках. Салем. Впору мне немножко начать учить казахский. Вот, это в стадии небольшого постижения. Я надеюсь, что я буду говорить и на казахском тоже. Midjoliko, Happy New Year and many sponsors with golden hearts. Thank you. Thank you. Because, of course, we need support. We need develop our channel, and we deadly need some resources, some revenue here, of course. Thank you. Хорошо, Светлана у нас убегает. Хорошо, друзья. Так вот, позвольте мне немножко с вами кстати, скажите, пожалуйста, вам понравился мое последнее видео? Friends, do you like my last video of Yoshiko and Любушка? Ага, если хайврит това. Любушка Кушнир. Друзья, у меня находится сейчас Люба Кушнир, которая вчера пожертвовала большую, достаточно, ну как,
хорошую большую сумму на развитие канала. И для Любы я хочу специально сказать несколько слов, поскольку она из Израиля, тоже сказать на иврите. Любушка, קודם כל, תודה רבה מכל הלב שתרמת קצת כסף להתפתחות של הקנל, ואני רוצה לברך אותך וכל המשפחתך בחג שמח, בשנה טובה לבועזית, וגם אולי אם את מחגגת, חג המולד שמח. וברכת דשמיא, אם אפשר להגיד בארמית העתיקה, ברכת דשמיא עמך ועל כל המשפחתך. Прекрасно. Да, житель Земли пишет. Есть. Thank you, Светлана. Thank you for your donation. Просят сделать обзоры на Диану Анкудинову. There is some people who wants my reviews on Diana Ankudinova masterpieces. Of course, I will do it definitely in the next year that is coming. Окей, Людмила Голдин пишет шикарный иврит. Друзья, да, туда раба. Я собираюсь в начавшемся новом году расширить платформу тех музыкантов, на которых я буду делать свои обзоры. Это будут не только вокалисты, это будут великие и хорошие музыканты нашей современности, которые тоже, к сожалению, уходят медленно, и им на смену равные замены не приходят. И я хочу вместе с вами, пока есть такая возможность, этим сокровищем поделиться. Разумеется, это будет Диана Анкудинова, которую я очень люблю и уважаю. Это будет Филипп Жарузский, контртенор. Это будет Архиповский, балалаишник. Я хотел на него сделать обзоры. Планов очень много. И, конечно же, Димаш. Вот. С обзорами на Димаша есть большая проблема. There is a huge problem to make reviews on Dimash. Why? Because of strikes, blocks, demonetization, and other issues. Something like that. I just explained this to our Russian community. Друзья, с обзорами на Димаша существует очень неприятная история и сложность. Прежде всего, часть из тех, кто делают хорошие обзоры, из музыкальных педагогов, я за ними слежу за границей, делая обзоры на последние выступления Димаша в Китае, получили страйки. 3 страйка подряд, и канал полностью блокируется. Я видел, как обозреватели, к сожалению, вот эти музыканты плакали фактически, потому что у них более 300 тысяч подписчиков. Получивший страйк, они умоляли этот страйк снять, потому что и так они не получают за это ни одной копейки. Кстати, друзья, мой канал, благодаря тому, что я использую и делаю обзоры на Димаша, и делаю обзоры на других исполнителей, тоже, в принципе, ни одно видео не монетизируется. И это неправильно, но так происходит. Так вот, делать обзоры на Димаша сложно из-за того, что мы рискуем очень сильно получить страйк, мы рискуем, в частности я, да, получить блокировку. Да, это перстень, да, он арт-деко. 20-е годы неизвестный русский мастер сделал его. Вот, мы рискуем получить блоки, да, от обладателя авторских прав. В частности, это произошло с моим обзором на Странника, где я сделал очень хороший обзор. Я даже максимально там сократил видео, максимально его заблюрил. Вот. Было оно проверено вручную и заблокировано.
Вот. Это огромная проблема, и как с ней работать, я пока не знаю. Единственное, что я знаю, что если бы команда Димаша или команда Дианы Анкудиновой, любые команды профессионалов, музыкантов обратили бы на нас, и в частности на меня, свое внимание, и мы вышли бы на уровень договоренностей, что мы можем, например, как-то, чтобы не блокировали мой контент, посвященный обзору, например, Димаша или Дианы, или кого-либо еще. Потому что это очень больно, друзья, когда, вот, например, мое предыдущее видео с обзором на «Странника», выступление Димаша, да, с этой песней, оно набрало 70 тысяч просмотров и 1500 комментариев, на которые я все ответил. Это видео было заблокировано, и его пришлось удалить. Мне пришлось пережить достаточно неприятную боль в связи с этим и переделать заново этот обзор, убрав полностью видео. И что вы думаете? Спустя пару месяцев пришло уведомление о нарушении авторских прав, и оно просто было демонетизировано полностью. Вот, поэтому не забывайте, что этот канал существует на ваши пожертвования в основном. Потому что если от вас не будет исходить никакой инициативы, то я просто не смогу делать обзоры в таком качестве и продолжать делать это на таком высоком уровне. Мне придется пожертвовать качеством, мне придется, это очень бы не хотелось, делать обзоры менее интересными, менее наполненными. Да, конечно же, поздравляют меня с Новым годом, и я всех поздравляю с Новым годом. Мне задают вопрос, Светлана Вас, профессор, а вы в ЕФК писали? Друзья, писать куда-либо по поводу авторских прав, к сожалению, бесполезно. The authority law is totally destroying us reviewers and demotivating us to do such a deep reviews on our best performance. Like Dimash, like Diana Ankudinova, like others. It's a really pain to us to destroy our work, our relations with our society. It's a really, really painful for us. So, please, be a sponsor, be a donator, because I'm not receiving almost any revenue from my work. It's not right, it's not justice, but it's a life. Sorry for this. Так вот, мои дорогие друзья, я был бы совершенно рад, если бы когда-нибудь команда Димаша, потому что Димаш, он занят другим, его отец Канат еще другим. Здесь должны быть те люди, которые отвечают за взаимоотношения с обществом, да, чтобы нас заметили, меня в частности, других профессиональных музыкантов, которые делают обзоры на Димаша, чтобы нас заметили и нас посчитали, что мы являемся также частью команды, потому что... Например, благодаря моим обзорам, я просто знаю по вашим реакциям, по вашим комментариям, многие стали видеть то, что делает Димаш, гораздо глубже стали понимать сцену, понимать, какой труд заложен был Димашем в то, чтобы достигнуть таких успехов, чтобы воплотить это все. Вот это все остается за кадром. Вы видите только вишенку на торте, вы видите только верхушку айсберга. Я вам показываю частично сам айсберг, что стоит за этим, какие сложности есть, какие обстоятельства происходят. Поэтому был бы рад, если бы, так сказать, кто-то из тех музыкантов, на кого я делаю обзор, как-то вышли со мной на связь, через кого-то, их команды, представители, чтобы мы вместе могли о чем-то договориться, чтобы в конце концов не страдали вы, зрители, потому что если нас уничтожат как просто профессиональных музыкантов, которые делают обзоры, ну, просто от этого потеряют и сами исполнители тоже. То есть от этого потеряют исполнители, от этого потеряете вы как зрители, ну и, соответственно, потеряем мы, потому что
в то, что, например, я делаю, вложен огромный труд. Вот. Да, да, команда D не очень-то реагирует, Ирина Опера, абсолютно верно. Они просто, я так думаю, что те люди, которые входят в команду Димаша, просто недопоняли до конца, что мы являемся просто рекламой, в хорошем смысле этого слова. Мы помогаем вас разогревать. Вы, наверное, знаете, что на некоторых концертах перед выступлением музыкантов выступают другие музыканты на разогрев, да, то есть они немножко подогревают публику, и дальше публика уже разогретая встречает своего любимого исполнителя. Вот, то же самое делаем мы, в частности я. Вот, но блоки опасения страйков, демонетизация – это то, что я получаю. Ну, конечно же, я получаю и ваше внимание, и вашу любовь, что очень важно. Но еще раз прошу вас понять, что если этот канал не будет как-то приносить какой-то доход, я не смогу просто делать все качественно и делать хорошо. Вот, поэтому во многом этот канал сейчас зависит от вас, от того, насколько вы будете его спонсорами, насколько вы будете жертвовать, да, на его развитие. Сейчас появилась у меня программа, это есть в описании, где даже из Казахстана можно сделать очень-очень маленькие пожертвования, ненапряжные, разовые для развития канала, если вы посчитаете это нужным. Вот. Вообще-то права на странника у Крутого, пишет Дина. Может быть, но мне приходили блокировки от компании Юла. Вот, а на аудио от компании Warner Brothers, ее представительство в России. Я не знаю, у кого какие права, но контроль за этими правами передан третьим коммерческим посредникам, которые, собственно говоря, которым мы абсолютно не важны. Не важно, кто мы, не важно, как мы. Они выполняют свою функцию, и все. Они как машины, как роботы. Мы для них не важны. Кэт Волк задает вопрос. Разве Димаш об этом не знает? Думаю, что он тоже смотрит ваши реакции. Вы знаете, для меня была бы большая честь, если бы Димаш смотрел мои реакции, но я думаю, что нет. Почему? Потому что Димаш очень-очень-очень занят. Он должен заниматься вообще другим. Димаша трогать не нужно. Он находится в стадии высокого творения. Если только на каком-то досуге он зайдет и посмотрит, я буду счастлив. Но ни Димаша, ни Каната, его отца, ни самых близких его трогать не нужно вообще нашими проблемами. Этим должны заниматься специальные менеджеры. И вот они, к сожалению, либо их нет, либо они работают неправильно. Если вы обратили внимание, я где-то, наверное, более полугода как наблюдаю за развитием YouTube-канала Димаша. Был 1 300 000 человек, а сейчас стало 1 700 000 человек. За такой промежуток времени прибавление всего 400 000 – это очень-очень мало. Что-то в этом развитии, в алгоритме тех, кто развивает этот канал, есть что-то неверное. Что-то они делают не так, потому что у Димаша, по моим понятиям, сейчас должно быть не 1,7 миллиона, а 17 миллионов. Он звезда мирового уровня, но тем не менее, посмотрите, как мало подписчиков. И это отчасти потому, что, например, нам не дают возможность делать промоушен Димаш, то есть помогать в его рекламе через очень хорошие и качественные обзоры на него. К сожалению, это одна из причин. Так вот, так, хорошо, друзья. Dear friends, I will definitely translate my speech with subs to your languages, so don't worry, it will be soon as possible, okay? So I return to my Russian community to explain what's going on. Друзья,
Позвольте еще я вам расскажу на одном примере, если вам особенно понравилось то, что я сделал свое последнее видео с Димашем, с Йошико и Любушкой, я вам чуть-чуть расскажу, как я это сделал, для того, чтобы у вас было понятие, сколько сил, человека часов я вложил в то, что не монетизируется, и сделал это ради вас. Я вам просто скажу, что на подготовку и выпуск этого видео у меня ушло 3 недели. 3 недели, за которых первую неделю я продолжал отвечать на комментарии и готовиться собирать материал к тому, чтобы сделать запись. Далее, узнав всю историю Любушки, да, и историю Йошико, я начал смотреть и реально изучать материалы по ней. Это заняло еще неделю, не меньше. Я искал ее фильмы, я читал о ней, я максимально готовился, потому что ключом к Иканеиде была исключительно госпожа Йошико Ямагучи. Когда я нашел редкие кадры в интернете, буквально в одном экземпляре, это там, где она поет на русском языке, я отреставрировал этот кусок, специально обработал видео, я сделал аудио обработку, чтобы его можно было слышать, потому что оно было моно, я сделал его стерео, да. Когда я увидел редчайшие фотографии ее встречи с Любушкой, я стал искать эту встречу. Ее на YouTube вообще не существует, я не нашел, по крайней мере. Я списывался в течение недели с японскими коллегами, с тем, чтобы они помогли мне найти, и они не смогли это сделать. Вот. Помогла одна наша русская жительница в Японии, к сожалению, я не знаю, она сейчас здесь или нет, но посмотрит, наверное, в записи. Вот. И я нашел эти редчайшие кадры. И поверьте, когда я их делал, ну, там не плакать невозможно. Вот я вам серьезно могу сказать. Настолько история, трогающая душу. И многие кадры я вам даже не включил. Как, например, Йошико пришла к Любушке домой, что у Любушки типичная советская квартира, очень-очень бедная, очень небогатая. И вот там стоят фотографии и Любушки, и Йошико. И, насколько я понял, некоторых фотографий у самой Йошико не было, вот этих вот ее ранних. Какие-то были, а какие-то были только у Любушки. Все это вообще... можно снять реально фильм. Это реальный сценарий для реального фильма, их взаимоотношения. Вот. И... сведение самого видео и звука, обработка звука часа 4-5, 3 суток у меня заняло обработка видео, да, то есть материала, примерно 20 часов подготовка субтитров. Вот какой материал был сделан, чтобы выложить вам 30-минутное видео. Вот. Это реальность. Да. Тайма пишет, ведь у вас получился документальный фильм Иканеиде. Да, получился. Благодарю вас, это очень-очень приятно. Вот. Так. Так, сейчас я постараюсь, у нас тут, кажется, стали появляться эти самые... Сейчас, заблокировать нужно. Так... Кто у нас может стать... Да, Светлана пишет, что проблемы в Диерс, потому что они разобщены. Друзья, то, что происходит в современном мире, это, несомненно, разобщение, и мы от этого все будем только и только страдать, к сожалению. Поэтому, дорогие друзья, обязательно, Диерс особенно, пытайтесь быть вместе, пытайтесь друг друга максимально поддерживать. Вот. Сейчас, одну секундочку. Так. Угу. Вот. Так что, дорогие друзья, вот такое положение вещей, с которыми мы столкнулись, я столкнулся.
Шолпан пишет: Рахмет, вам за ваш труд, уважаемый профессор. Дорогая Шолпан, рахмет и вам за то, что вы с нами, за то, что вы участвуете в этом стриме и помогаете в его развитии. Галина пишет: лента у меня стоит, но я пишу вам, профессор, огромное спасибо. Критиканов, которые с вами ничего не делают, да и не способны, всегда достаточно. Не обращайте на них свое драгоценное внимание. А вы знаете, я сейчас не успеваю даже следить особо за чатом, потому что я сейчас с вами, я сейчас рассказывал, как я делал ИКНИД, потому что, друзья, 3 недели напряженных поисков, работы закончились 30 минутами для всех зрителей и 40 где-то минутами для спонсоров. Вот посмотрите количество и качество. Так, ну что ж такое-то? У нас тут есть спамер, и никак я его заблокировать не могу. Сейчас. Так. Аврора пишет: давайте не будем трогать команду Димаша, ведь мы не знаем их стратегию развития канала. Да, но по-любому могу сказать, если мы говорим об YouTube-канале, то там стратегия, мне кажется, не самая удачная, поскольку Димаш, несомненно, мировая звезда, и он доступен для всего земного шара. И если так немного подписывается человек по сравнению с масштабом таланта Димаша, с масштабом его выступлений, мне кажется, что-то в этом алгоритме команды, которая отвечает за развитие в сети интернет, что-то не так. Возможно, пока не уделяют времени реакционерам Ютуба. Я это комментаторам. Да, нам не уделяют внимания, и от этого страдают, я думаю, что все в этой цепочке, потому что мы помогаем развитию канала, развитию Димаша. Я так верю, я надеюсь, что мы помогаем, чтобы люди о нем узнали больше, также и о тех музыкантах, на которые я буду делать свои обзоры. Так, Делайла. Will you ever bring back a review from Notre Dame de Paris? I liked it very much. Delilah. The first thing that I'm thinking to do in the new year is my remake on such beautiful duet. Notre Dame de Paris by Sondet by Gauguin and Dimash Kudaibergen. I love it very, very, very much. So I'll do it for you too. Really. Галина пишет: спасибо вам, ваша работа безмерна и очень интересна. Да, друзья мои, она очень также затратна, но вы знаете, я ощутил счастье, что я ее делаю, потому что, кажется, она делает что-то хорошее в этом мире. Так, пишите. Альфия пожаловалась на спамера, спасибо. Сейчас, Альфия, попробую вас сделать... Помоги, Господи, так, как это сделать-то? О, Альфия, дорогая, я добавил вас в модераторы. Помогите, пожалуйста. Вот. Друзья, у нас новый модератор. Я очень надеюсь, что дорогая Альфия не отвергнет быть модератором на этом чате, на этом стриме. Этим она очень-очень-очень поможет. Спасибо. Кто-то прислал донат, простите, пропустил. И плюс еще кто-то подписался на канал. Спасибо вам большое. Так. Why some people have green circle, wrote Iris. Because they are sponsors. Sponsors of the channel got this circle. Like Delilah, like Alfia, like Svetlana Home, they got a special sign of sponsors. So you could
join our warm company. And buenos días. Saludos desde Moscow. Feliz Navidad. Feliz Año Nuevo, Iris. Так. Пожалуйста, folks, please write down below your questions. I'll try to answer. And my main strategy in the new year is to get wider and make more reviews on our famous musicians in Russia, in Kazakhstan, maybe in Poland, maybe in Europe, in United States. I'll try to do my best for you. But please remember, it's very expensive. I spend a lot of time to bring you quality product. So please donate, please become a sponsors of this channel to promote this channel, to help our survive, to our development. Thank you. Так, друзья мои, только что я на английском сказал, что я планирую в наступающем новом году развитие канала, делать больше обзоров на наших исполнителей в России, в Казахстане, возможно, в Польше, в Европе, в Соединенных Штатах. То есть тех, кто задевает вас, кто оставляет вас неравнодушными. Я постараюсь это делать это более качественно, более интересно. Ну, более интересно, наверное, уже будет сложно продолжать делать это качественно, но этот канал, поскольку он не монетизируется и нуждается в развитии, он нуждается в вашей материальной, в том числе, помощи на покупку нового освещения, на покупку нормально ноутбука, на многие вещи, которые сейчас нужны. Вот, поэтому не забывайте, что у вас есть возможность внизу нажать на значок доллара под чатом, вот, и помочь этому каналу в развитии, потому что он иначе не сможет выполнять такую функцию на таком высоком, качественном, заданном уровне. Я вынужден буду делать обзоры попроще, почаще, они будут менее качественными и интересными, увы. Потому что мне тоже необходимо проводить время с семьей, и я также работаю. Так. Ольга пишет. Спасибо, профессор, за вашу работу, за ваши интересные обзоры. Любо-дорого вас слушать. Дорогая Ольга, любо-дорого вас читать. Дилайла, no. Only Dimash. I'll try to do my best to make my reviews on Dimash, but I am under strikes, maybe blocks, demonetization. It's really hard, you know. It's really painful to do a very good reviews, and after all videos start to cut, start to destroy, blur. I am visualist. The picture is so much important for me, and to me destroy my work, it's, you know, it's really painful. Так. Ермек пишет, Жирасов. Ермек, прежде всего, здравствуйте, салям. Я помню ваши сообщения, ваши комментарии. Профессор, приветствую вас. Насчет Марии и Дударай. Будет выпуск и обзор. Винфу вам закидывал. Пришлите еще раз. Я не успеваю все, может быть, отследить и все как-то обработать. Друзья, пишите ваши вопросы, потому что в этой части, в завершающей, я отвечу на ваши вопросы. Да, не забывайте, кнопочка внизу доллара. Не забывайте поблагодарить вашего автора и пожелать ему Нового года. Так, Ирис Мартинес. Есть красивая песня Димаша, которая, по-видимому, имеет глубокий смысл. The meaning of the eternity. Знаете ли вы это? Yes, of course, Iris. I know this song. Oh, it's a very, very deep and interesting song. I can do my review on this song, but I am scaring of
blocking strikes. I don't know how to solve this problem, really. I'll try to do my best, and I think how to avoid this problem, okay? Есть красивые... что у нас еще пишут? Валентина Рудакова пишет. О вас я писала в ЕФК, Евразийский фан-клуб Ди, о вашей суперработе, и мало кто ответил. Очень странно, все сказали о вашей работе с благодарностью. Не беспокойтесь, еще раз говорю, для серьезной команды, которая работает с Димашем, судя по всему, они недооценили нашей важности и важности нашей работы. Возможно, я вот сейчас как бы говорю об этом, возможно, я буду услышан, и, может быть, когда-то кто-то из этой команды выйдет со мной на связь для того, чтобы мы обсудили возможности продвижения нашего дорогого Димаша. Потому что если не будут меня блокировать видео с Димашем, аудио с Димашем, ладно с ней, с монетизацией, хотя это неправильно, хотя это несправедливо, я много вкладываю силы и души в то, что я делаю, но если хотя бы не блокировали бы, не кидали страйки, уже можно было бы делать прекрасные обзоры на Димаша, потому что там очень много находится на сцене, в движениях Димаша, в цвете сцены, в том, как все поставлено. Это все кромсать для меня, это очень больно, это крайне плохо, крайне тяжело для меня. И я с трудом это терплю сам, с трудом делаю, коверкую свою собственную работу. Так. Ага, Атея. Да, я понимаю русский и английский языки. Спасибо за красивые анализы. Желаю вам всего наилучшего в новом году. С любовью из Словакии. И мы с любовью к Словакии тоже желаем вам Нового года, крепкого здоровья и процветания. Так, какие есть еще вопросы? Кстати, много знакомых имен вижу тут. Вчера были на концерте у Александра Уманчука. Приветствую. Вы знаете, я тоже вчера забежал чуть на концерт к Александру. Очень порадовался за него, очень порадовался за его успехи, очень порадовался за тот подарок, который он сделал для вас. И вообще у него очень хороший канал, друзья. Но я думаю, что вы это знаете и без меня тоже. Так, добрый вечер, я опоздала, но успею еще сказать большое спасибо за ваши обзоры, люблю их слушать, много нового узнаю, пишет Нина. Благодарю вас, Нина, благодарю, что хоть и опоздали, но написали. Вот, я постараюсь сделать все хорошо в новом году, свои обзоры. Также желаю вам всего самого наилучшего и с Новым годом! Елена пишет, посмотрите, как другие блогеры избегают эти проблемы. Спасибо, все смотрел неоднократно и внимательно. Части у блогеров что-то проходит, а у части нет. Вот мой, например, странник, он обошел определенные блокировки, но после проверки вручную представителя авторских прав он был заблокирован. Специально ютуберы делали даже замеры, за что они могли получить при ручной проверке блокировку. До 1,5 секунд, то есть 1,5 секунды было видео включено, и даже за эти 1,5 секунды они получили блокировку видео. Я, прежде чем начать делать свои обзоры, я очень внимательно ознакомился, как можно разные сложности обходить законно, нормально. Вот, но это не работает или работает не со всеми, и находиться под дамокловым мечом очень тяжело. Бауржан пишет, с наступающим Новым годом, дорогой профессор, всех благ вам и успехов вашему каналу. Надеюсь однажды увидеть ваш глубокий анализ песни Adagio Singer. С уважением из Алма-Аты. Дорогой Бауржан, дорогие мои алматинцы, дорогие казахи, сердечно поздравляю всех вас с Новым годом, с успехами Димаша. Вот. И лично всех вас с Новым годом. Желаю вам крепкого здоровья и благополучия. Я постараюсь сделать эти обзоры. Мне необходимо просто время. Но исполнение Димаша, вообще все, что он делал на Сингере, я считаю просто эталонным. Живое исполнение, живой оркестр, живая публика. Это, по-моему, мой самый любимый конкурс, в котором Димаш участвовал.
Галина пишет, а вы все равно делаете анализ на Димаша. Мы сами довидим и дослушаем то, что не пропускает. Мы же наизусть помним, как он двигается, его выражение лица, его волшебные руки. Да, вы, конечно, да. А те, кто видит в первый раз, получат ли они такое же качественное представление о работе Димаша? Ведь, наверное же, нет. Поэтому я думаю, что решение здесь должно лежать в неком соглашении между каналом, предположим, моим, и командой, в данном случае командой Димаша, теми, кто ответственен за эти взаимоотношения. Ольга пишет, от души желаю в наступающем 2022 году у вас стало много-много преданных подписчиков, не менее 500 тысяч подписчиков мне желают. Благодарю вас. За этот год, кстати, друзья, подписчиков стало с 0 до 23 тысяч, и я за это также хочу вас сердечно поблагодарить. Спасибо большое. Джудит пишет, привет из Венгрии, желаю вам счастливого Нового года. Привет, дорогие жители Венгрии, наши дорогие соседи, наши близкие и родные. Крепко вас обнимаем, желаем вам в Новом году всего самого-самого хорошего, стабильности, процветания и будьте здоровы. Татьяна Прокопович пишет, не обязательно показывать Димаша полностью, короткие кусочки не блокируются. Да, до 5 секунд есть возможность, что не будет заблокировано. Но проблема в том, что когда ты делаешь музыкальный обзор, тебе 5 секунд – это ничто, это вообще ни о чем. Так нельзя делать. Новостные выпуски делать можно. 5 секундочек одного, 5 секундочек другого. И вроде как все остальное ты заговариваешь, проговариваешь, и получается достаточно хорошо. Но мои обзоры – это совершенно другой жанр, это профессиональный обзор. И мне каждые 15-20 секунд нормального воспроизведения видео и аудио очень жизненно важны. Светлана пишет, добрый вечер, профессор, с наступающим Новым годом вас, крепкого здоровья вам, успехов в Новом году. Очень люблю ваши обзоры на Димаша, спасибо вам огромное за ваш труд и терпение. Благодарю вас также и взаимно желаю вам всего самого хорошего. Так, привет из Казахстана, город Нур-Султан, пишет Рустем, спасибо за ваш труд, с наступающим Новым годом. Вот, дорогие наши нур-султанцы, крепко-крепко вас обнимаю, желаю вам всего самого-самого хорошего и процветания вашему Казахстану и вашему городу, вашей семье, вашим близким. Так, ну что ж, дорогие мои друзья, если вопросов сейчас, да, пишут там с Новым годом, много очень поздравлений, спасибо большое, друзья. Все же не забывайте, у вас есть сейчас возможность немножечко помочь каналу перед Новым годом и поблагодарить вашего автора немножко материально. Вот. Также я сейчас подключил специальную службу, которая дает возможность, даже не становясь спонсором, сделать мгновенное пожертвование на развитие канала автору. Там есть даже возможность в казахской валюте это сделать. Маленькими суммами, если пожелаете, конечно же, разумеется. Вот. Дорогие друзья, если вопросов больше нет, то давайте тогда потихонечку будем завершать наш стрим, наш новогодний стрим. Он получился и немножко грустным, потому что я вам рассказал о сложностях, с которыми пришлось столкнуться в ушедшем году. В ушедшем году было и много очень хорошего. Я изменил определенный свой подход к своему образу. Вы получили качественные обзоры. Сейчас вас 23 тысячи, и я этому очень благодарен. Вот, я хочу... Кто-то у нас пишет на арабском языке. In your ear from people of the earth, fill it with love and peace. Dimash, the best of the world. A Muslim who passed from here. أهلا وسهلا سيداتي وسيدتي كيف حالك؟ Так, мои дорогие,
Мои дорогие, я благодарю вас от всего сердца за то, что мы были вместе в прошедшем году. Позвольте мне, завершая наш сегодняшний стрим, который почти уже час идет, пожелать от всего сердца вам крепкого здоровья, вам, вашим близким, вашим семьям, пожелать процветания и мира вашим странам, где бы вы ни находились, пожелать мирного неба, добрых и любящих близких рядом и друзей, пожелать нам в новом году, как тем, кто любит музыку, чтобы с моей стороны было более качественных обзоров, которые бы выходили чаще. С вашей стороны я бы пожелал большую поддержку каналу. И я благодарю тех 23 тысяч человек, к сожалению, не могу каждого поименно поблагодарить, за то, что вы присоединились к каналу. Я рад, что я могу вам помочь чем-то, быть полезным для вас. Для меня это профессиональное счастье. Я хочу поблагодарить спонсоров, которые поняли, насколько важно поддерживать канал материально для того, чтобы он развивался и был качественным. Поэтому крепко-крепко вас обнимаю. My dear friends, thank you for all your hospitality, for sharing love for this past year. And I also welcome the sponsors of the channel. I want to bless you and give a warm hug from my heart to all of you, queridos amigos. Thank you very much for being with me in our channel. I wish to all of you health and prosperity, to you and to your families, to your countries, the peaceful earth and peaceful heaven on us and be with us. I'm continue to be sincerely yours, the author of the channel. Be with you and see you in the next year. And may God bless you all. Thank you. Спасибо, друзья.